Добрый день, с вами ведьма Аграфена и мой канал Магии и Колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, самыми решительными действиями добиваемся всего, что надо. В том числе это и защиты вас, вашего бизнеса, вашей семьи, решение вопросов с врагами, соперниками, завистниками. Также любовная магия, магия больших успехов, слава, звездность, успех. Решение, откуп от дурной судьбы, откуп от смерти и прочие радикальные подходы. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака по неделям. Уже традиционно. Неделя 29 ноября, 5 декабря. Помним, что каждое утро мы просыпаемся, если кто не в курсе, потому что мы подчиняемся ритму Солнца, где бы мы ни находились. Также существует масса более скрытых влияний на наше здоровье, эмоции, на события, которые идут нам извне, связанные с Солнцем, планетами, звездами, кометами, небесными телами. Это высшие силы, что они нам несут. Начинаем мы с рыбы. Это рыбы, первая половина рыбы. Овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Начинаем по всем сферам. С каким ощущением входит рыба? Общая карта. Рыба на эмоциях, она связана со своими родственниками. У нее море каких-то ощущений, предчувствий, она взволнована. Возможно, встреча с родственниками, какие-то много общения. Это то, как рыба в воде. Это сама рыба, королева кубков. Перевернута, вся изливая чувства на своих близких. Так, по работе вестник кубков. Легкая работа. Вы наслаждаетесь тем, что делаете. Особенно хороша легкие деньги. То есть особенно хороша карта для тех, кто занят в игровой сфере. Работает с детьми, развлекает, работает с творческими какими-то людьми, сам творческий человек. Также это легкие деньги, легкая работа. Также это может быть предложение подработки какой-то несерьезной пока. Ну, так облегчение в какой-то сложном деле, поддержка по социум. Императрица, помощь деловой женщины. Также это решение ваших вопросов в государственном каком-то смысле. Прирост, получение, надежное вложение денег, если вы собираетесь. Выздоровление, решение вопросов, связанных с вашим капиталом, приростом, здоровьем. Вообще, императрица очень хорошая карта, которая приносит вам результат ранее чего-то заложено, то, что вы выращивали, то, что вы вкладывали, и вот наслаждайтесь. Здоровье, королева мечей. Это какая-то проверка здоровья. Это уделите пристальное внимание вашему здоровью. Соблюдайте строго какие-то рекомендации. Также эта карта по сути здоровья хорошая, однако жестко надо придерживаться и всматриваться в правила, по которым вы живете, по которым вообще-то также эта карта может указывать на то, что какие-то спазмы все-таки королева мечей, какие-то уколы, какие-то указания вам будут, где у вас проблема, да, с этим мечом. Пограничное состояние. Личная жизнь, шестерка мечей. Шестерка мечей туды-сюды. Это шаг вперед, шаг на месте. Сомнения. Если вы одинокая рыба, то отношения. Кто-то к вам приближается, отдаляется. Это не развивается. Вы танцуете как бы на расстоянии. Если у вас отношения, они пока вот в эту неделю в таком вот режиме идут. Также, если вы семейные отношения, это, возможно, отложенная поездка куда-то. Это какая-то неопределенность, связанная с переездом, с отдыхом. Нерешенный вопрос, отложенный вопрос.
Конец недели, шестерка пентаклей, рыбам мало. Всего хочу много. Есть некая недосказанность, недополучила, рыба чувствует. Хочется всего и побольше, однако чувствуете, что вас недооценили. Рыба немножко такая, любит залечь на дно, задуматься, заглубиться в то, что не слишком ли мало всего. Ну вот такая чудесная неделя была. Под конец грустные мысли о недостаче чего-то вам, внимания, в том числе это может быть и денег. Слишком ли мало меня тут ценят. Так, наши овны. Овнов аврал, они мобилизованы полностью. Также можем посмотреть, на что это указывает. Вот, может быть, это авральная ситуация, где она не на работе пока, то есть это король кубков, это много болтовни, много, даже бы сказала, какой-то такой эмоциональной поддержки, эмоционального общения. И по работе, ну, может быть, это не совсем рабочая обстановка, однако для людей, которые работают с людьми, которые общаются, в которых работа связана именно с поддержкой, с игрой, с семьей, едой, напитками. Это очень хорошая карта, карта сплочения. Ну, пока про деньги непонятно, что это. Обратят мне какие-то разговоры, если вы ищете работу, вот какой-то родственник, знакомый, что-то у вас беседа, вас поддерживают, вам помогают. Хорошая карта для новобранцев. То есть вам явно оказывают такую поддержку на вашем деле. Для тех, так, в социуме отдаления. Ну, держитесь в стороне от окружающих, от людей каких-то, с которыми вы в прошлом общаетесь. Тут отстранение, даже расставание, или вы разойдетесь вообще каждой своей дорогой. Вот именно в этот момент. Здоровье сбалансированное, правильное, спокойно. Ну, так что башня, скорее всего, что идет в социум, там, где вам... Вот она, карта расставания, карта решения. Возможно, что даже это расставание идет через какие-то официальные документы. Кто-то куда-то выписывается, кто-то разрывает договор, потому что вот башня — это везде расслабленность, кроме социальной. Это так, личная жизнь. Личная жизнь также стабильна. В жизни женщин Овен, мужчина, это может быть ваш супруг, партнер, налаженная стабильная жизнь, знакомство с таким очень земным парнем, который все роет ямки, закладывает туда денежки. Также мужчина знака Земли, прекрасный. Ну, тут про страсть пока идет знакомство, как говорится, и вы его знаете с точки зрения его вот таких качеств, рассудочных, разумных, земных. Это знакомство. Так. Так. Социально хотели отойти от кого-то, и вам такая женщина, королева мечей. Ну, то, кстати, скандалистка. Женщина, которая навязывает вам свое мнение, критикует, несет вам какую-то негативную информацию. Короче, токсичная тетенька в жизни овнов. Кто это? Ну, ты же вот социум. Друзья, подруги, прочее. Даже родственница такая. Все у овна по уму, но кто-то вас будет строить. Вот так вот. Какая-то королева мечей. Так, дальше пошла наша телец. Телец потихоньку, помаленьку получает какие-то денежки, кап-кап, внимание. Карта ощущение незаполненности, что шестерка пентаклей, это всегда как видим, да, какая-то как милостынька, как-то очень помалу это все, хочется большего ощущения, сны о чем-то большем.
видят тельцы. Опа, по работе шут. Карта хороша для творческих людей. Карта хороша для тех, вот, кто в магии, в шутовстве. В том числе я к этому отношу и политику, и какие-то шоу, и художников. То есть явно, что тут у вас прям прозрение идет. Шут — это перезагрузка. Не очень хорошая карта для тех, кто работает, скажем так, с серьезными документами. Велика возможность ошибиться. Это финансисты, программисты. Учтите, что это может быть какой-то в ноль уйдет. Вот это не шутки. В остальном такое приключение. Ну, риск какой-то. Опять же, риск. О, солнце. Ну, солнце покрывает эти риски. Смотрите, солнце. Вам светит солнце из вашего окружения. Явно, что вы будете блистать в каком-то обществе своими какими-то качествами. Знакомство с какой-то семьей. Знакомство с людьми, которые вас очень хорошо принимают. Кстати, шут и солнце. Прям какой-то заря новой жизни, забрежил рассвет. Причем в какой-то совершенно необычной форме. Также солнце говорит о том, что в вашем окружении может появиться человек, который в дальнейшем станет вашим супругом. Потому что солнце также это очень семейная карта. Успех во всех делах, связанный с родственниками, государственными какими-то органами, просвещением. Чрезвычайно позитивная карта. Вестник жезлов. Очень бурно, активно. Вот телец у нас на этой неделе на подъеме. Однако эта карта также указывает на опасность, что-то подвернуть, какую-то ногу, то есть мелкие суставы, в какой-то спешке, на вот эти вот проблемы. Пальцы. В целом оно неплохое. Третья старший аркан. Личная жизнь. Отшельник перевернутый. Но это может быть и знакомство, если у одиноких знакомства с таким вот отшельником. Кстати, солнце, отшельник вполне сочетаются. То есть это человек по сути своей немножко другой, более мрачный, но он придет к вам в виде такого вот прям солнечного, открытого. Что-то ему надо от вас. Также это, если у вас мужчина, это открытие его тайн. Он появится, вот кто сидел в засаде особенно. Ну, также это обращение к магии для вашей личной жизни. Многое откроется, перевернется. Такая загадочная карта. Конец недели, денежки считает, раскладывает по полочкам, планирует покупочки. Это вот наш телец. Наша близнецовая карта. Близнецы. Молодцы. Какие-то. Так. Близнецы. Компромисс. Закрыл глаза близнец. И что-то вот еле терпит. Все. Какой-то зачаток какого-то конфликта. Пока вы сдерживаете. Ну, давайте посмотрим. К чему это вас ведет-то? Так, на работе жадная тетенька. Королева Пентаклей. Жмет денежку. Прижимистый клиент, заказчик, директор, бухгалтер. Ну, такая вот она. Также, если вы соискатель, ищите работу, это у вас такой вот занижают зарплату, жмут вам, хотят просто на вас выехать подешевле, что ли. Да, у вас есть шанс, но вот он такой. Так, социум, тройка пентаклей. Ошибочные решения, связанные с людьми, которые не разбираются в своем деле, велика опасность от них. Получить неверную информацию, неверную консультацию, ошибку в каких-то документах. Ну вот, следите, что ли. Здоровье. Двойка кубков перевернута. Тут скорее речь идет о легких сердечно-сосудистых проблемах. Это вот все вот эти органы, с которых движется кровь, движется вода,
как какая-то чувствуете себя разрегулированно. Также связано это как-то, может, с вашим питанием, не то села, не то... Не указывает на серьезное расстройство. Не указывает. Такая вот эмоциональная, связана с какой-то эмоциональной ситуацией, расстроилась. Ого. Так, личная жизнь, императрица, девушки, красавицы, которые могут забеременеть, кто-то залететь, кто куда. А также это мужчинам знакомство с императрицей, женщинам расцвет, получение того всего, чего вы хотите, знакомство. То есть это решение, итог вашей личной жизни, кто встречался с трудом, у кого какие-то проблемы в личной жизни. Вот императрица, вы наконец получите свой результат. Также эта императрица, она блистает в обществе, она притягивает тех мужчин, которые нужны, управляет ими. Вы в силе своей женской. Кто у нас женщина? Конец недели. Да что такое десятка мечей? Прям какой-то старая какая-то болячка. Так, у близнецов все-таки вопросы, ну да, конфликт я вижу этот. Конфликтные ситуации. Во-первых, искажение информации идет. Ну, десятка мечей я бы все-таки отнесла это к понижению энергии, связанной с физическим телом. Какая-то ваша хроника. Будьте аккуратнее в ваших эмоциях, потому что эмоции реагируют первым, потом начинается реакция физического тела. Так. Наши раки. Вау. Это сам рак. Всадник кубков на коне. Полон эмоций. На своей волне. Ла-ла-ла. Все у него чудесно. Он окружен людьми, которые его поддерживают. Он поддерживает их. Кажется, любовь, мир и покой. Волна. Так, по работе скука, все надоело. Сколько можно. Хочу чего-то новенького попробовать. Также для соискателей это еще одна попытка. Кстати, не оставляйте эти попытки. Один кубок, тут все-таки 3 пустых, 1 полный. Так, ну для тех, кто уже на работе, скука надоела. Так, страхи связаны с вашим социальным окружением. Возможно, что в вашем окружении появится человек, который, ну, опасается вас, скажем так. Вы его опасаетесь, вызывает вас подозрение, недоверие, страх, необоснованный. Ну, так вот бывает, какой-то заселится сосед странный, странноватый или еще что-то. И, кстати, страхи необоснованные. Если у вас что-то там происходит, помните, что это ваш страх. Хорошее состояние здоровья, запланированное обследование, хорошо вкладывать деньги в свое здоровье, массажи, физкультуру, какие-то запланированные вложения, в том числе и в красоту, в бьюти вашу бьюти, какую-то дела красоты. Так, в личной жизни тишина, покой, как говорится. Кто одинок, спокойно радуется жизни, где-то за городом, ничего не волнует. Для тех, у кого мутные отношения, ничего не происходит в планах направлении разъяснения какого-то. Для семейных тихо, спокойно, может, загородный какой-то отдых, милование на природе. Смотри, рака. Так, и маг. Ну, это вот под конец захочется раком помогичить, покрутить, помутить. Что-то слишком тихо, слишком спокойно. В первую очередь, вот человек вас напрягает, все-таки, который, может быть, все-таки в вашей семье пугает. И вот этот маг. Кто у нас мутит воду? Это маг. Ну, маг — это молодой мужчина, также это человек такой хитрый, умный, шибко умный, крутит, мутит. Возможно, что он вызовет вас такие вот, 5 мечей,
недоверие, сомнение, нежелание с ним общаться, желание от него спрятаться по нашим левушкам, буйным головушкам. Вау! Смотрите, левушки. Левушкам туз пентаклей, крупные деньги, недвижимость, крупная материальная удача, итог какой-то очень серьезный в вашей жизни. Получит квартиру, дом. Так, по работе. Шестерка мечей перевернута. Отложенная поездка, задержка, топтание на месте. Что-то мешает. Неопределенность еще, куда ехать, куда плыть. Также для соискателей верны эти. Эта карта, ну, для тех, у кого свое дело. Также карта, что затягивается ситуация из-за неопределенности. Так, социум. А вот они, ваши родственнички, просят денег. Вы понимаете, что... Или просят те, кто вам никогда не поможет. Такая вот грусть, печаль. Совсем уже хотят что-то от вас. Так, состояние здоровья, туз кубков перевернутый. Ну, это сниженное давление, послевкусие после какого-то подъема, спад после подъема. По сути, ничего такого страшного не означает. Единственное, что женщина может означать кровотечение. Мужчинам просто вялость, просто снижение давления, тонуса, личная жизнь, девятка жезлов, активность. Вы такая вот бодренькая, активная, всех, говорится, построить захочется на этой неделе. Также будьте готовы к тому, что будет задано вам много вопросов. Вам придется вложить много энергии. Также, если у вас нет отношений, эта карта не способствует налаживанию. Это скорее всех раскидали, всех построили, всем что-то наговорили и все. Какая-то активность по этой карте обычно слишком много напряга при знакомстве. Обычно она никуда не переходит. Так, конец недели, трата денег, непредсказуемых. А лев это любит куда-то потратить, загулять. Обязательно. Либо вам придется что-то подрабатывать, также не запланировано. Не очень такая карта перегрузки, я бы сказала так, что не хотел, потратил, не хотел, но пришлось работать. Такая вот неделька для первой половины знаков зодиака. Скоро Новый год. Под этим видео находятся все мои контакты. По ним только, пожалуйста, писать за обращением за платными услугами. С вами была ведьма Графина. До свидания.